Сяо Ичень, согласно анализу алгоритма, ваша эффективная рабочая неделя составила всего 102 часа, что ниже среднего показателя по отделу. Для благословения компании вы должны пройти нейронное сопряжение. Сопряжение? Вы хотите сказать, подключить мою кору головного мозга к вашему серверу, который может взорваться в любой момент, и выжать меня, как батарейку. Кстати, в вашем основном брандмауэре есть уязвимость. Я помог вам закрыть дверь, когда уходил. Предупреждение. Сяо Ичень, ваши действия нарушают закон Лунбана о трудовом подчинении. Вы будете внесены в черный список кредитования. Сначала дождитесь, пока сможете перезапустить сервер. Черт возьми. Альянс Белого Орла только что выпустил новое поколение протезов с метаэнергией. Говорят, синхронизация достигает 15%. 15%. Эти сумасшедшие из страны полярного медведя уже начали экспериментировать со слиянием плоти и изначальной силы. Вот это мощь. Ся Ичейн мягкий знак, посмотри на небо. Спектральный анализ атмосферы показал неизвестные диапазоны. Это необычное солнечное затмение. Я смотрю. Мисс Вэнь, вы что-нибудь обнаружили? Покиньте открытую местность. Эта энергетическая волна вызовет клеточные. Он сошел с ума. Моя броня с метаэнергией. Почему она не включается? Обнаружено вторжение высокомерной хаотической энергии. Система симуляции и культивации всех миров активируется. В такой момент только и появляется чит-код. Съесть. Логику. Обнаружена цель, содержащая неполную метаэнергию. Преобразуется в источник энергии для талисмана огня. Логика мертвых — это молчание. Вот она, стадия вихря. Гораздо круче, чем этот ваш режим 996. Все граждане немедленно направляйтесь в ближайшее убежище. Что ты сделал? Я зафиксировала пик энергии, превышающий технологические пределы. Ничего особенного, небольшая техническая оптимизация. Вэнь, жду тебя в лаборатории. Перестройка всего сущего. Искусство управления мечом. Не слишком ли много энергии тратится на этот полет на доске? Чувствую, что мой вихрь вот-вот искры высечет. Хозяин сейчас на стадии вихря, что эквивалентно лишь 15% энергетического запаса уровня сопряжения. Принудительный полет до бессмертной энергии оставит 22%. Рекомендуется активировать режим общего велосипеда. Штаб – это третья зона отчуждения. У большого количества людей наблюдаются мутации. Запрашиваю метаэнергетические интерференционные снаряды. Капитан, посмотрите наверх. Там кто-то летит на разделочной доске. Всем приготовиться. Цель не опознана, предположительно высокоуровневый мутант. Черт возьми, когда это Лунбан стал работать так эффективно? Анализ. Обнаружен метаэнергетический интерференционный снаряд. Это оружие высвобождает хаотическое магнитное поле, вызывая резонанс метаэнергетических узлов в организме и приводя к энергетической перегрузке. Это считается дорожно-транспортным происшествием или незаконным собранием. После кровавого дождя обычные люди либо мутируют, либо пробуждают неполную метаэнергию. У вас, кто может летать, синхронизация должна быть не менее 40%. Эта штука для вас, кто проходит ускоренные курсы. Если шагать слишком широко, можно порвать штаны. Анализ. Перестройка узлов. Налоги Лунбана что, собакам скормили? Защита экспериментального здания разрушена метаэнергетическим штормом. Мутанты выбивают дверь. На тот контроль ушло 30% моей бессмертной энергии. Если сейчас встретим мутировавшего короля зверей, то сразу перейдем к поминальному обеду. Обнаружены сильные колебания метаэнергии впереди. Рекомендуется использовать всеобщую реконструкцию для активации электромагнитной защиты здания в качестве вспомогательной атаки, чтобы сэкономить бессмертную энергию. Понял.
Так называемое сопряжение магнитных полюсов в эту эпоху, по сути, превращает тело в проводник. А моя стадия вихря – это превращение тела в миниатюрный термоядерный реактор. Мне нужно не накапливать метаэнергию, а ассимилировать ее. Металл-ген притягивает молнии, все потоки возвращаются к истоку. Опоздали на 3 минуты. По дороге задержался, чтобы сэкономить на проезде. Доктор Вэнь, как проходит сбор образцов? Данные очень плохие. Кровавый дождь содержит частицы, называемые красным энтропием. Они переписывают генетический алгоритм человека. Ся и Чейн мягкий знак. Ты выбрал не тот фон для флирта. Не двигайся, помогу тебе откалибровать логику системы. Что это за энергия? Нет теплового расширения, нет ионных колебаний. Она восстанавливает мои клетки. Вычислите его слабость. Целевая мутировавшая гигантская обезьяна. Синхронизация 38%. Ядро находится в третьем шейном позвонке. Там наблюдается серьезный логический перегруз. Носителю достаточно ввести немного бессмертной энергии, чтобы вызвать его самоподрыв. Выглядит довольно просто. Но моей полоски маны хватит лишь на пару шагов. Смотрите внимательно. Вот это настоящая битва метаэнергии. Как такое возможно? Оно проходит вторичную мутацию. Синхронизация моего меха падает. Ой. И это настоящая битва метаэнергии. Ледяной саркофаг. Фрагмент искры истока должен быть внутри. Пошли. Стой! Это энергия, защищенная Международной конвенцией по животным. Она должна быть передана Альянсу Белого Орла. У меня блокировка высшей директивы. Как это возможно? Я агент С-класса. Этот древний двоичный замок. От кого ты ждешь защиты? Обнаружен фрагмент искры истока. Прогресс анализа 10%. 50%. 100%. Протокол изменен. Отдай мне это. Это энергия, которую ты не сможешь выдержать. Ты просто взорвешься. Взорвусь. Ты понятия не имеешь о моем аппетите. В следующий раз, когда направишь на меня меч, я нарежу тебя на логотип Альянса Белого Орла. Это не нейронное сопряжение с метаэнергией. Это признаки расплавления. С такими монстрами просто невозможно сражаться.
Доктор Вэнь, включите центральные криогенные насосы здания на полную мощность. Уже готово. Что вы собираетесь делать? Реорганизация. Господин Ся, это просто божественное умение. Пожалуйста, спасите Лунбан, спасите нас. Я не благотворительная организация, я могу спасти вас, но с сегодняшнего дня это здание больше не принадлежит Лунбану или Альянсу Белого Орла. Это лаборатория «Катаклизм», она главный операционный директор. Я босс, каждый из вас должен будет обменивать свой вклад метаэнергии на право на выживание. Те, кто хорошо себя проявит, я научу вас оптимизировать ваше тело. Босс Ся, у вас очень сильная аура. Тревога. Обнаружены высокомерные колебания со стороны Империи Львиного Сердца. Первая группа последователей пустоты уже прибыла. Ускоренно движется к территории Лунбана. Обнаружены крайне нестабильные высокочастотные колебания. Они насильственно стирают физические константы окружающей материи. Расшифруйте этих тварей. Обнаружен код пустоты. Эта энергия отторгается логикой данной Вселенной. Анализ затруднен. Прогресс 0.1.0.2. Такое впервые. Огонь. Быстрее. Огонь. Порядок — это оковы. Вернитесь к хаосу. Раз вы мусорный кот, я разнесу вас вычислительной мощью. А ну, проваливайте. Когда начальник на работе меня унижал, я это выдержал. Кто вы такие? Ся и ЧН мягкий знак, используй это. Я сделала усилитель на основе твоих энергетических колебаний. Настрой частоту своей бессмертной энергии на 1,6 ГГц. Это не научно. Больше читай, меньше играй в меха. Капитан Лу, Альянс Белого Орла уже бросил это место. Если вы поможете нам получить данные от Вэньчжи, Империя Львиного Сердца предоставит вам высшую модификацию Святой Крови. Но этот монстр Ся и ЧН мягкий знак. Каким бы сильным он ни был, он всего лишь один человек. Мы принесли кинжалы из облачной энергии, специально разработанные для подавления высокоэнергетических тел. Босс Ся, если вы не выйдете, я подам заявление на компенсацию за производственную травму. Кто дал тебе смелость трогать моих людей? Раз уж пришел, оставь свою жизнь в качестве платы за ремонт. Святых здесь нет. В этом апокалипсисе. Оставлять врагов в живых значит рыть себе могилу. Лу Фэн, ты думаешь, эти куски металлолома смогут меня остановить? Кто со мной процветает? Кто против меня? Станет таким же, как та букашка только что.
Я абсолютно предан. Низкомерная аномалия. Уничтожить. Это не битва одного измерения, мы умрем. Уходи, возьми искру истока и беги из Лунбана. Я прикрою тебя. 11 лет. На синей планете меня давил начальник. В апокалипсисе меня подгоняла эта чертова система. Теперь даже эти ублюдки, непонятно откуда взявшиеся, хотят на меня наступить. Всю свою жизнь. Я больше всего ненавидел, когда мне говорили смириться. Активировать режим нисхождения Бога, предварительная версия. Все последствия беру на себя. Тревога. Принудительная активация приведет к падению уровня культивации, повреждению меридианов 99%. Хозяин, подтверждаете? Подтверждаю. Горе огнем. Плевать, пустота ты или божество. Хочешь разрушить мою студию? Ты спросил у моего меча. Ся и Чейен мягкий знак. Нет. Твои попытки бесполезны. Система, не думай о потерях. Зафиксируй энергетический диапазон его появления. Это не его истинное тело, это лишь удаленное отображение из другого измерения. Режим нисхождения Бога активирован. Текущая нагрузка 300%. Координаты Великого Жреца перехвачены. План реструктуризации. Используя фрагменты искры истока, выполнить пространственный сдвиг. Отделение измерения. Мы еще живы. Он насильно переписал базовую логику этого пространства и спрятал нас в щели. Стирание причинности провалено. Это невозможно. Иллюзорное остается иллюзорным. Разрушься передо мной логикой. Ся и Чейен мягкий знак. Ты сумасшедший. Ты чуть не погиб. Пустота — это лишь авангард. В долгосрочной перспективе синяя планета стала охотничьими угодьями для многих фракций. Мне нужна более сильная метаэнергия, больше ресурсов. Ся и Чейен мягкий знак. Я обнаружил, что твоя бессмертная энергия на самом деле является высокомерной упорядоченной энергией. Если мы сможем массово производить разбавленную версию этой энергии, мы сможем создать настоящих воинов-культиваторов. Идея неплохая, но название «мастерская» слишком мелковато. С сегодняшнего дня это место называется лаборатория «Катаклизм». Переименование фракции завершено. Хозяин, разблокирован модуль строительства базы лаборатории. Текущий уровень LV1. Капитан Лу, Альянс Белого Орла уже подал тебе сигнал. Называют героем и зовут вернуться с искрой истока. Нет, брат Чень, эти бюрократы из Альянса Белого Орла ничего не смыслят. Они просто хотят разрезать меня на куски для исследований. Я, Лу Фэн, при жизни — человек лаборатории. А после смерти — ее призрак. Сознательность на высоте. Как раз доктор Вэнь разработала модуль усиления базовой энергии. Нужен сильный боец с уровнем сопряжения 35 для тестов. Потянешь? Потяну. Лишь бы не превратили в зомби, на все согласен. Раз уж переименовали в лабораторию, то мне, главному ученому, полагается повышение зарплаты. Зарплаты нет, но место хозяйки свободно. Доктор Вэнь, не хотите рассмотреть этот вариант? Сначала переживем следующую волну атак.
Краткосрочная угроза устранена, но в долгосрочной перспективе я только что расшифровал сигнал из осколка пустоты. Похоже, события в Империи Львиного Сердца связаны с верхушкой Альянса Белого Орла. Эй, смазливые парни из Лунбана, слушайте. Пусть выйдет этот Ся и Чейн мягкий знак, который фокусы показывает. Я принесла вам щедрый подарок. Сестра, с утра пораньше. Что, снос зданий? Мы это выкопали из-под сибирских льдов. Люди из Альянса Белого Орла сказали, что это мусор. Но я знаю, ты сможешь это запустить. Это технология квантового узора. Нет, это рунический массив культиваторов. Обнаружена древняя цивилизация культиваторов. Эвакуационный аэрошаттель подлежит реконструкции. Разрешение 15%. Содержит фрагменты продвинутой техники стадии сжижения. Мне нужна 1000 доз очищающего зелья. Зелья нет, но я могу помочь тебе починить метаэнергетический подшипник в левой ноге, который перегружается каждые 3 часа. Откуда ты знаешь? Не волнуйся. Я также могу запустить этот сломанный аэрошаттель, но у меня есть условия. Этот аэрошаттл будет зарегистрирован на нашу лабораторию. Реконструкция всего сущего. Призыв духа. Брат Чень, ты правда им подшипник чинишь? Чиним. Но в подшипник я добавил патч катаклизма. По одной моей мысли его мех станет моей дистанционно управляемой игрушкой. Аэрошаттель у нас. В долгосрочной перспективе нам нужно будет отправиться к так называемому источнику кровавого дождя. Концентрация метаэнергии здесь в 10 раз выше, чем в Тиньшу. Ся и Чейн мягкий знак. Посмотри на эти деревья. Их листья уже стали похожи на кремниевые чипы. Это выходит за рамки биологической эволюции. Исходный код синей планеты насильно стирается, заменяясь хаотичным протоколом пустоты. Держись крепче. Раз уж они осмелились показаться, отправим их на переплавку. Обнаружен биохимический электронный гибрид, уровень опасности сверхкритический. Рекомендуется использовать серую бессмертную энергию для вирусной инверсии и антиинвазии. Отлично. Испытаем этот подарок от великого жреца. Обратная реструктуризация. Коллапс логики. Снайпер. Синхронизация метаэнергии не менее 50. Какой даос стреляет из засады? Раз уж помог, почему бы не показаться? В Лунбане осталось не так много живых людей, а тех, кто может управлять древним аэрошаттлом, и вовсе нет. Я Мод-сан, хранитель этого кладбища. Колебания метаэнергии этого человека чрезвычайно стабильны, и у него нет обычного человеческого сердцебиения. Мод-сан, по имени не скажешь, что он курьер. Что же скрывается в этом месте? Они хотели соединить мозги всех горожан в один суперкомпьютер, чтобы вывести путь к бессмертию. В итоге они вывели пустоту. Неудивительно, что у здешних растений есть логические цепи. Они поглощают остатки умерших. То есть наше высшее руководство Лунбана само все испортило. Все еще хуже. Они продолжают. Вашего текущего уровня культивации недостаточно для принудительного прорыва. Рекомендуется активировать синхронизацию сознания. Опять эти ментальные барьеры смертных. Меня не так-то просто остановить. Разрушить? Не бойся, я здесь. Твоя бессмертная энергия темнеет.
Возможно, это цена за принудительный взлом. Все в порядке. Если ты действительно потеряешь контроль, я убью тебя, прежде чем сама мутирую. ХМ, тогда тебе придется встать в очередь. Ради лучшего существования. Если можно отобрать идеальных эволюционировавших существ, уничтожение 99% посредственности того стоит. Значит, эта катастрофа вовсе не случайность. Значит, то, что меня эксплуатировали в компании, кусали зомби на улице, атаковал верховный жрец в запретной зоне, все это ваши KPI, установленные вами безумцами на высоких постах. Босс Ся, ядро тебе, а мелочь мне. Такое будущее, пропитанное кровью, мне не нужно. Перестроить. Конденсация жидкости завершена. Текущее состояние – половина шага до золотого ядра. С сегодняшнего дня нет привратника Мод-сана, есть только копье лаборатории «Катаклизм». Доктор Вейн, готовьтесь к расширению лаборатории. Хорошо. Чувствую, будто в меня запихали сотню ядерных реакторов. Ты уверен, что это называется культивацией? Хозяин сжимает жидкую бессмертную энергию, пытаясь сформировать золотое ядро катаклизма. Обнаружено раздражение хозяина. Рекомендуется трижды про себя повторить «Я босс». Сейчас я просто хочу выплеснуть эту силу. Как только это золотое ядро сформируется, я смогу окончательно избавиться от ограничений атмосферной метаэнергии. И тогда я стану мобильным сервером. Я стану правилом. Что за хрень? Я тут пашу, собираю припасы, а мне дают эту пустую похлебку. Братан Ху, этот тип выглядит ценным. Заберем его, пусть пацаны посмотрят. Хе-хе-хе. Стой! Доктор Вейн говорила. Здесь есть правила. ХМ. Она сейчас, наверное, занята тем, что зализывает раны тому смазливому мальчику. Здесь, кто сильнее, тот и прав. Хусань, ты что, бунтуешь? Отпусти ее. Луфен, ты, пес Альянса Белого Орла. Смеешь меня учить? Когда я пробудился, ты еще молоко с соски пил. Хусань, кто тебе дал право трогать моих сотрудников на моей территории? Ся и ЧН мягкий знак. Хватит строить из себя бога. Выйди и дерись, если есть яйца. ХМ, драться с тобой. Не нужно выходить. Реконструкция. Гравитация увеличена в 1000 раз. Вытащите этот мусор и скормите красным псам снаружи. Координаты зафиксированы. Лаборатория «Катаклизм» незаконно хранит опасную энергию. Начинаем первый этап зачистки. Ковровые бомбардировки. Мод-сан, останови их. Защитный массив долго не продержится. Слишком далеко, слишком много ракет. Эти птенцы Белого Орла не поскупились. Три дня сдерживался. Наконец-то можно размяться. ХМ, и эти игрушки они осмелились выставить на посмешище. Перестройка всего сущего. Гравитационный отлив.
Это... биоволна уровня золотого ядра. Невозможно. Девчонки Белого Орла. Ваш фейерверк был красив. Теперь моя очередь дарить вам подарки. Один удар мечом. Запечатать море. Скорость неплохая, но логика слишком жесткая. У любого биологического существа есть логические уязвимости. Мою уязвимость. Твой старый компьютер не потянет. Ядро. Вторжение. Невозможно. Ах, Старики из Альянса Белого Орла, слушайте внимательно. У меня нет больших амбиций, просто хочу спокойно открыть лабораторию. Кто еще посмеет покушаться на мой хлеб? вау. Брат Чень, какого ты сейчас уровня? Я выпустился. Босс Ся, ты даже после битвы не забываешь подобрать красивого робота. ХМ. Да что вы, нет, это первоклассный экспериментальный материал. Доктор Вэнь, это вам. Посмотрим, что там за вода в головах у Альянса Белого Орла. Ся. Ее базовый фаервол самоуничтожается. Если я попытаюсь считать основные данные, ее мозг мгновенно превратится в электронный мусор. Если научные методы не работают, используем мистические. Доктор Вэнь, помогите мне подавить ее физиологические функции. Я принудительно отформатирую ее сознание. Раз уж ваш Альянс Белого Орла считает тебя одноразовым расходником, не вини меня за то, что я использую тебя как переносной жесткий диск. Господь не спошлет наказание. Ха, твоего господа я чуть не превратил в пиксели одним ударом. Ему сейчас не до тебя. Нам нужно направить питательные вещества в определенные контейнеры. Лунбан, львиное сердце, страна полярного медведя. Все они корм. Питательные вещества. Корм эти сумасшедшие вовсе не борются с апокалипсисом. Они помогают инопланетной цивилизации переварить синюю планету. Что ты увидел? Лицо белое, как у призрака. Доктор Вэнь, дело серьезное. Этот кровавый дождь не стихийное бедствие, а желудочный сок какого-то высокомерного существа. Эти старые ублюдки из Альянса Белого Орла собираются скормить все человечество в качестве питательного обеда. В обмен на так называемое бессмертие для нескольких из них. Неудивительно, что скорость эволюции мутантов не соответствует биологическим нормам. Эту людоедскую логику я обязательно разобью вдребезги. Какое скудное и уродливое место. И все же оно породило силу, способную победить судью ангела. Я Каос. Пришел с божественным состраданием. Что за манерный тип? Говорит так фальшиво. Энергетические колебания очень хаотичны. В нем метаэнергия ни одного человека. Эй, ты, в белой простыне.
Говори по делу. Электричество в моей лаборатории дорогое. Мне некогда участвовать в твоих религиозных ритуалах. Невежественный смертный. Если ты согласишься отдать лабораторию и принять мое крещение, я могу спасти тебя от грядущего звездного поглощения. Ха-ха-ха. Ты хочешь передать мне того пустотного паразита, похожего на слизняка, что у тебя в животе? Ты его видишь. Раз ты отказываешься от спасения, стань питательным веществом. Спаси кого-нибудь другого. А теперь на колени. Возвращайся и передай своему хозяину. Синяя планета – слишком жесткий кусок мяса. Он легко сломает ему зубы. Ха-ха-ха. Ся и Чен мягкий знак. Ха-ха-ха. Тебе не победить. Ха-ха-ха. Твоим мечтам пора закончиться, старина Цинь. Этот подарок тебе не вынести. После того, как он тебя переварит, твоя душа останется в его царстве пустоты. Это вечная жизнь, настоящая вечная жизнь. Я отправлю тебя в это так называемое идеальное место, чтобы ты сам увидел, так ли оно хорошо, как ты думаешь. Брат Чень, это слишком рискованно. Что, если они нападут всей силой? Тем лучше. Не придется их повсюду искать. Ты только что сказал, что кровавый дождь – это желудочный сок. Что он делает, если не может что-то переварить? Он увеличит дозу, или придет лично, чтобы перемешать. Вот чего я хочу. Я выманю эту руку, что прячется за звездами. Ся Ичень все же слишком неопытен. Старина Цинь, эта пешка, умер не зря. Как только глушитель будет уничтожен, эта лаборатория станет черепахой без панциря. Генерал, что делать с Вэньчжи? Главный приказал женщину взять живой. Это отличный генетический сосуд. Что до Ся Иченя, хмэм. Добро пожаловать в лабораторию «Катаклизм». Раз уж вы так спешите на тот свет. Я не могу позволить вам уйти с пустыми руками. Ловушка. Отступаем. Сюда легко войти, но выйти придется по частям. Область золотого ядра. Ся Ичень. Ты убиваешь столько людей. Не боишься небесной кары? Небесной кары. Я и есть эти небеса. Ара. Сяо Ичень, ты убил кучу мусора, но этим привлек истинного бога. Раз уж это место бесполезно, пусть оно исчезнет.
тысяч лет. Наконец-то кто-то достиг золотого ядра кода. Потомок, желудочный сок синей планеты почти прожег стенки, а ты все еще занят междоусобицами. Старик. Там снаружи сумасшедший хочет снести мой дом. Раз так, я дарую тебе изначальные права. Это чувство. Это сила средней стадии золотого ядра. Доктор Вэнь, помогите мне определить местоположение этой черной птицы наверху. Сегодня я покажу ему, что такое настоящий катаклизм. Сила возросла. Но перед абсолютным оружием измерения это все равно попытка остановить колесо. Умри. Перестройка. Обращение измерения. Теперь мой ход. Предупреждение. Ядро повреждено. Ты монстр. Монстр? Нет, я твой предок. Начинаю чтение глубинной памяти. Анализ завершен. Долгосрочная цель зафиксирована. В центральный алтарь Империи Львиного Сердца. Все в порядке. Ся и Чейен мягкий знак. Твой взгляд только что был пугающим. Но мне это нравится. Император Империи Львиного Сердца не человек. Это желудок, сброшенный внешней цивилизацией. Если не убить его, эта планета будет полностью переварена меньше, чем за полгода. Всем слушать. Расширение армии, лаборатория, катаклизм больше не только для выживания. Мы идем убивать богов. Они извлекают нейротрансмиттеры этих людей в качестве энергии. Это превращает людей в одноразовые батарейки. Раньше я думал, что режим 996 — это благословение, но теперь понимаю, что это было мое самосовершенствование. Эти твари из Империи Львиного Сердца — вот кто настоящий потолок внутренней конкуренции на работе. Шевелитесь. Хозяину нужно больше негативной энергии. Того, кто вот-вот испустит дух, бросьте прямо в измельчитель, сделаем из него завтрашний корм. Свиноголовый. Ваша система оценки KPI слишком сурова. Я здесь от имени Бюро по труду, чтобы оформить вам ликвидацию. Лу Фэн, не стой столбом. Это все наши коллеги, иди, расторгни их контракты. Я расторгну твой контракт. Умри, ублюдок. Ну-ка, попробуйте продукт, который вы сами производите. Это называется любовь папочки заказчика. Бесплатное пополнение. Передайте вашему императору, что я пришел от имени трудящихся Лунбана, чтобы вручить ему пожизненный контракт на выкуп совместного предприятия. Желудок. Он смотрит. Его нервный центр поражен неизвестной инфекцией из глубокого космоса. Если принудительно считать данные, он умрет. Такие старые прожженные типы очень живучи. Смотрите. Старик, рабочий день окончен. Если не очнешься, я заставлю тебя пахать на этом конвейере до 2154 года.
Ты кто? Не ешь меня. Мое мясо горькое и с привкусом ржавчины. ХМ, не волнуйся, у меня брезгливость. Старик, ты же местный стервятник, верно? Тот, кто собирает снаряжение с мертвецов. Такой способ убийства ты ся и Чейен мягкий знак, та звезда смерти из Лунбана. Эй, о, боже, ты опоздал. Львиные горы уже превратились в огромный кусок мяса. Старый император уже не человек. Он стал аппендиксом бога. Они свезли всех выживших из окрестных городов к алтарю. Там огромная пустота. Кровавый дождь — это не дождь, это мокрота, выплюнутая из этой пустоты. Власть имущие хотят соединить все сознания, чтобы создать огромный центральный узел. И использовать его как носитель для того внешнего существа, что явилось. Все они сумасшедшие. Так они хотят организовать глобальный облачный офис, значит. Если им это удастся, мы даже после смерти будем работать сверхурочно в виртуальном пространстве. Дед Дзю, веди. Раз уж император Львиного Сердца хочет распределенные вычисления, я пойду и разберу его материнскую плату. Заблудшие люди — эти жертвы — ступени к божественному миру. Ваши действия препятствуют возвышению цивилизации. Вы – мясники, прикрывающиеся праведностью. Моей дочери всего 6 лет. А вы бросили ее в реактор. Такая бойня, прикрытая священной оболочкой, величайший позор для цивилизации. Божья кара. Призыв 1000 громов. Ах! Ха-ха-ха. Ты что, собираешься заряжать телефоны моих братьев этим уровнем молнии? Раз ты так любишь Бога, я отправлю тебя к нему на работу. Пепел должности, заработная плата отсутствует. Ах! Твоя сила не принадлежит этому миру. Правильно, это вирус, который твой хозяин еще не успел переварить. Золотое ядро – божественная способность, коллапс всех вещей. Прибыли. Источник той отвратительной вони, от которой меня тошнит. Брат Чень. Это место, кажется, пожирает подошвы моих ботинок. Эта стена дышит, что ли? Привыкай, братан, это называется плоское управление. Император Львиного Сердца всех раздавил и размазал по земле. Все на одном уровне. Как справедливо. Весь город — это желудок. Мы сейчас прогуливаемся по его 12-перстной кишке. Опять свежие ингредиенты. Босс сказал, сегодня будет сашими лунбан. Братан, с твоими навыками ты бы снаружи получил максимум сертификат повара начального уровня. Посмотри на эту сервировку, она такая же беспорядочная, как PPT годового отчета компании. Реструктуризация, молекулярное обезвоживание. Отлично убил, отлично убил. Я давно не хотел быть поваром в этом гнилом желудке. Ся и Чейен мягкий знак, я тебя давно ждал. Так и есть. Империя Львиного Сердца – это не только желудок, но еще одна свалка, оставшаяся от древней цивилизации. Присоединяйся к нам, стань частью Бога.
Здесь нет режима 996, только вечное единство. Дружище, ваша корпоративная культура слишком извращена. Всеобщая мотивация акциями. Да, превратить всех в одно целое. Это вы так хотите выйти на IPO. Хватит болтать. Его ядро находится в третьем позвонке. Лу Фэн, прикрой. Брат Чень, если я тут погибну, не забудь переписать мою страховку на тетушку Ван из соседней квартиры. Обнаружен чрезмерный эмоциональный всплеск у носителя. Активирован режим «Яростная реструктуризация». Слышал? Это твоя компенсация за увольнение. Смертная казнь немедленно. Вэньчжи, зашей его. Он еще не получил годовую премию. Он смотрит на нас, как на бактерии под микроскопом. Чувствую. ХМ – это высокомерие сверху вниз. Неожиданная переменная. Обнаружено внимание управляющего миром. Хозяин помечен. Текущий процент побед 0,1 миллионная. Система рекомендует «беги». Я даже когда увольнялся, не сбегал. А теперь конец света. И ты хочешь, чтобы я сбежал? Система, жажди всю оставшуюся энергию воли цивилизации. Эй, ты там наверху, твой план управления отстой. Я объявляю, что филиал «Голубая звезда» с сегодняшнего дня становится независимым. Ся и Чейн мягкий знак, посмотри сюда. ДНК углеродных форм жизни – это иерархически упорядоченная структура. А эти пустотные отбросы. У них вообще нет генов. Только постоянно самовоспроизводящиеся. Команда жадности. Они воспринимают нашу планету как жесткий диск. А кровавый дождь – это программа форматирования. ХМ. Я 5 лет был старшим архитектором, лучше всего умею исправлять баги. ПФФ. Раз они хотят взломать синюю планету, то мы установим им антивирус. Доктор Вэнь. Частота этих штук 0,421 Гц. Ся и Чейн мягкий знак. Ты рискуешь жизнью, становясь брандмауэром. Если противодействие провалится, ты превратишься в безумца с щупальцами. Тогда тебе придется присматривать за мной. Если я изменюсь, ты первой же высокоэнергетической лазерной хирургической пилой нарежешь меня на кусочки. Не волнуйся, я нарежу тебя очень равномерно.
Не убивайте меня. Я не монстр. Я человек. У меня в животе еще вчерашний заплесневелый хлеб. Частота не та. Луфен, эта штука выглядит как пустота. А на ощупь как воздух. Чэньгэ сказал. Тех, кто не похож на людей, сначала запереть. Прохождение сквозь стены. Довольно крутая способность. Как ты выжил в этом огромном брюхе императора львиного сердца? Я не хотел, чтобы меня съели. Я просто без конца думал о своем имени, о 3 медных монетах, которые я должен соседке Ахуа. И тогда я стал легче. Эти красные щупальца не могли меня схватить. Ся и Чейен мягкий знак – это божественное сознание. Пустота атакует логику, а его душа создала самосогласованную логику, из-за чего пустота не может его распознать. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот оно как. Пустота – это чистый порядок, а человеческая душа – хаотичная свобода. Используя длину волны Лиу в качестве шаблона, сгенерируйте для меня план хаотичной реструктуризации. Сгенерировано. Хозяин пожертвует 30% божественного сознания, чтобы принудительно обновить бессмертную энергию до цепи первозданной логики. Черт, это не культивация, это принудительное обновление версии. Но я согласен. Ся и Чэнь, эти псы так отвратительно лают. Можно их заткнуть. Не спеши, Луфен. Сегодня мы не добыча. Мы системные чистильщики. ХМ, отключитесь. Принудительная материализация. Стали крепче, да, тогда я покажу вам, что такое физическое изгнание. Босс Ся, это собачье мясо слишком жесткое. Туба, не руби всех подряд, оставь несколько живых. Доктор Вэнь еще будет ставить на них эксперименты с жареным мясом пустоты. Научился заделывать щели. Что вы там скулите? Если есть смелость, явись сам. Я вырву твои огромные глаза и использую их как лампочки. Ха-ха-ха-ха. Этот милашка Ся и Чэнь все еще цепляется за так называемое человеческое достоинство. Разве достоинство может остановить коллапс измерений? Разве достоинство может дать вам вечную жизнь? Генерал, мы предаем всю цивилизацию. Наши дети. Цивилизация. Это лишь предлог для слабых, чтобы держаться вместе. Нынешняя синяя планета – это тонущий корабль. Я просто нашел для элиты нашего альянса Белого Орла более крупный, вечно непотопляемый авианосец. Отлично. Миртон. Как один из первых кодифицированных аборигенов. Мертон, ты собака, предавшая свой вид. Я называю это хитхантингом и сменой работы. А вы? Вы просто дорожные расходы, которые я приложил к своему контракту. Великий Господь, эти несколько подарков, хоть и невысокого ранга, но свеже, прошу принять. Господа, Альянс Белого Орла уже получил зеленую карту пустоты. Я знаю, что вы тоже испытываете давление. Мертон. Насколько надежна эта информация о пустоте, которую ты получил? Это график прогресса поглощения мира, предоставленный волей пустоты.
Ся и Чень из Лунбана уже стал бельмом на глазу, господа. Господь лично не спошлет наказание. Следуя за ним, вы найдете только смерть. Следуя за мной, вы станете объединенными генеральными директорами будущей синей планеты. Ся, раньше я думала, что у некоторых людей просто нет мозгов. Теперь я вижу, что у некоторых и сердце черные. Эти люди Миртона делятся базой данных вирусов пустоты. Эти ублюдки выкладывают все козыри синей планеты на стол, приглашая инопланетян забрать банк. С такой способностью к предательству им бы в риэлторы идти, а не здесь пропадать. О, генерал Миртон, это ваш элитный бизнес-форум? Почему все выглядят так, будто уже одной ногой в крематории? Ся и Чень, ты высокомерный туземец. Твоя лаборатория скоро превратится в пепел. Не торопись. Раз уж вы так весело болтаете, я тоже поделюсь информацией. Доктор Вэнь только что добавила немного продукции катаклизма в вашу коммуникационную сеть. Все те данные пустоты, которыми вы обменивались, на самом деле это то, что я уже использовал и выбросил. Хаем. Такой сюрприз-пакет бесплатный. Не благодарите. Луфен, начисти свой протез. Мо-сан, твои пули нужно немного приправить. Люди Миртона собираются активировать формацию на полярной ледяной шапке. Как только она будет активирована, вся углеродная жизнь на планете будет отформатирована. Черт возьми, я еще не женился. Кто посмеет меня форматировать? Поэтому мы отправляемся в штаб Альянса Белого Орла. Чтобы этого Миртона. Вместе с его мечтой о пятизвездочном генерале порубить на куски и скормить рыбам. Перехватите этого хлыща. Господь даровал нам нерушимый щит. Похоже, вы неправильно понимаете слово «нерушимый». Перезапись логики. Форматирование. Эй, система. Из-за неизвестной логической ошибки. Рухнула. Хватит кричать. Ваш Господь, вероятно, сейчас тоже занят исправлением багов. Эти пустотные мехи на ощупь неплохи. Хрустят, как чипсы. Луфен, следи за собой. Ха-ха-ха. Брат Чень. Рубить этих прихвостней – такой кайф. Хватит. Бомба пространственного разлома пустоты. Я заставлю это море исчезнуть навсегда. Ся и Чейн, мягкий знак. Обнаружена высокоэнергетическая реакция исследования измерений. Они хотят потянуть нас за собой. Так по-крупному. Отлично. Посмотрим, чья трещина больше или чье золотое ядро крепче. Ся и Чень. Это глубокое море, слепое пятно логики. По определению пустоты, твой огонь здесь не горит. Такой способ переписывания базовых протоколов, конечно, умнее, чем у программистов нашего Лунбана. Ты все еще дерзишь, когда смерть на пороге. Исчезни. Пока старик спал. Тебя загнали в тупик эти низкопробные граффити пустоты. Старик, хватит притворяться. Ты что, не видишь? Что меня сейчас превратят в пиксели?
Таких отбросов пустоты старик убил не меньше 10 тысяч. Смотри внимательно. Малец из пустоты переписал пару строк кода и уже возомнил себя богом. Когда старик писал код, твой хозяин был всего лишь лужей грязи в ничто. Нет, это невозможно. Моя божественность дрожит. Кто ты такой? Я твой предок, присланный для написания плохого отзыва. Ха-ха-ха. Детки, вы думаете, эти зомби-вирус? Ошибка. Это резервная копия. Пустота собирает цельное сознание и упорядоченную жизненную энергию. После превращения в зомби человеческая душа переходит в состояние ни жизни и ни смерти, в своего рода битый кот. В таком состоянии пустота не может ее переварить. Они словно покрыли эту планету ядом, который пустота ненавидит больше всего. Неудивительно, что метаэнергетические волны мутировавших зверей полностью противоположны пустоте. Они создают физический барьер своими телами. Доктор Вэнь, на этот раз что? Если мы оба выживем, ты должна будешь выплатить мне компенсацию за производственную травму. Ся и Чейен мягкий знак, ты чуть не умер. Если бы тот старик не появился, что бы ты сделал? Тогда я бы упаковал тебя и отправил обратно в Лунбан, прежде чем превратиться в пепел. В следующий раз, если ты снова посмеешь играть в такого героя-спасителя в одиночку, я действительно порежу тебя на кусочки. Пустота — это не живое существо, а принцип хищничества. Они поглотили 9 эпох, вы — 10-е. Значит, наши страсти для них просто калории. Верно. Даже такой предатель, как Миртон, для них лишь консервы с приправами. Спасите меня. О, великий Господь! Я принес в жертву весь альянс Белого Орла. Миртон, твой господь, похоже, считает, что ты недоплатил за сверхурочные. ХМ, больше не хочу с тобой играть. Используя дар предков, пересоздаю рев мертвецов. Этот удар. За солдат Альянса Белого Орла, которых ты использовал как расходники. Пустота, следующий, твоя истинная форма. Окончательный порядок будет перезапущен на ледяных пустошах. Ха-ха-ха-ха-ха. Раздавите эти консервные банки. Это единственный путь к новому миру. Тогда пусть эта старая эпоха будет полностью заморожена. Невозможно. Как платиновые цепи могли быть нарушены? Старик, ты слишком медлителен. Не отбирай у меня добычу.
Стоит только запустить его. Всего один последний шаг, и я смогу переписать все. Форматирование. Отделение причинности. Обратитесь мне что? Это только начало. Все реакторы метаэнергии на полную мощность. Плевать на загрязнение. Удержите эту гору. Если убежище улетит в космос, мы все превратимся в сосульки. Братец Чень – это покруче американских горок. Тушеная свинина, которую я только что съел, сейчас танцует у меня в горле. Ха-ха. Базовый код удален. Гравитации нет. Дальше, возможно, кислород, вода. И даже атомные связи. Этот ход пустоты называется удар по измерениям. Они хотят превратить синюю планету в беспорядочную мозаику. Методы Лунбана Империи Львиного Сердца продержатся всего 3 часа. Через 3 часа геотермальные якоря рухнут, не выдержав физического натяжения. Система тревоги обнаружила активацию протокола резервного копирования высокоразвитой цивилизации. Первозданный навигатор. Опять эти милые пустотные создания. 100 тысяч лет прошло, а методы все такие же банальные. Обожают менять гравитацию. Раз уж ты проснулся, хватит комментировать. Есть способ починить гравитацию? Вокруг синей планеты есть кольцо. Мы его тогда построили. Это фаервол физических констант. Сейчас пустота выдергивает штекер снаружи. Тебе нужно просто вставить его обратно. Но сейчас гравитация сошла с ума. Если хочешь взлететь, посмотрим, насколько крепко твое золотое ядро. Ся и Чейн мягкий знак, коэффициент гравитации скачет 600 раз в секунду. Двигатель аэрошаттла вот-вот сгорит. Плевать на двигатель. Я насильно перестраиваю силовой путь с помощью золотого ядра и бессмертной энергии. Твоя задача — точно прицелиться в этот звездный путь. И не врезаться в те здания, что затянуло наверх. Ся и Чейн мягкий знак. Если ты поднял меня сюда только для того, чтобы умереть в облаках, то я и призраком не оставлю тебя в покое. Не волнуйся, пока я не кивну, никто тебя не заберет. Это называется синхронная авторизация. Подключи свое сознание к моему восприятию. Мне нужна твоя вычислительная частота.
Программа антивирус пустоты посчитает тебя нелегальными данными. Ты должен найти ее уязвимость переполнения за 3 секунды. Иначе от тебя и пепла не останется. Я и есть самая большая уязвимость в этом мире. Вижу, Ся и Чейен, мягкий знак, держись крепче. Углеродный еретик – это место не для низших цивилизаций. Вернуться в хаос – ваша честь. Честь. Я просто хотел домой после работы, а ты мне дорогу сломал. Придется и тебя сломать. Первозданная реструктуризация. Струны логики. Это называется ускорение свободного падения. Понял? Сейчас же. Вставь этот осколок золотого ядра в центральный слой. Чудо. Кто это сделал? Это лишь временное исправление. Третья фаза. Уже заложено в ваши гены. Босс. На этот раз. Можно же оплатить расходы на питание. Малец, не радуйся раньше времени. То, что тот парень упомянул о генетической засаде, боюсь, он имел в виду тех мутировавших зомби. Скоро начнется финальный коллапс. Чень, эти ребята будто внезапно научились стоять в очереди и отмечаться. Если они ринутся сюда, нашей обороны даже на зубок не хватит. Они не собираются атаковать. Они ждут. Как рабочие, которым не платили миллионы лет. И вот, наконец, они дождались своего лидера, который может говорить. Обнаружены колебания сверхмощного биополя, цель, главный пик Кунлун, идентификация личности, идентификация не удалась. Данное существо находится в полукодированном состоянии. Я видел тебя в воспоминаниях этих некротических клеток. Ты перезапустил Звездное кольцо.
Ты единственный за 100 тысяч лет, кто осмелился показать средний палец пустоте. Раз уж ты знаешь, кто я, тогда пропустим формальности. Генерал ГУ, твоя миллионная армия прогуливает работу и сидит здесь. Вы хотите потребовать сверхурочные от пустоты? Или хотите обсудить смену работы со мной? Мы — Брандмауэр. Но сейчас пустота атакует наш базовый драйвер. Если не обновить версию, эти миллионы сородичей станут марионетками пустоты и поглотят синюю планету. Обновить. У меня нет бесплатного послепродажного обслуживания. У меня есть 3 фрагмента первозданного. И командование этой миллионной армией. Требование одно. После достижения стадии нефритового зародыша ты должен использовать силу реконструкции, чтобы сохранить для моего народа остатки человечности. А не позволить нам полностью превратиться в логические патчи без души. Старый лис, он хочет, чтобы я выдал пропуск этой куче мертвецов. Но это сделка. Доходность действительно запредельная. Ся и ЧН мягкий знак. Ты, предатель расы, смеешь торговаться с этими грязными мертвецами. Гэу Чанфэн давно стал чужаком, его сила принадлежит всему человечеству. Отдай искру истока, иначе сегодня же я сравняю эту гору Кунлунь с землей. Какая то дворняга тут лает? Джао Тинькуй, где ты прятался, пока я чинил розетки и рубил пустоту? А теперь, когда есть чем поживиться. Вылез и рассуждаешь о законности. Неисправим. Активировать очищающий лазерный массив. Говоришь мне о справедливости? Сначала я научу тебя, что такое силовой аудит. Реструктуризация, отток энергии. Этого не может быть. Мой защитный купол. Твой щит разработан на основе метаэнергии драконьих жил, верно? Извини, я только что сменил пароль на роутере в том районе. Извините, такой офисный мусор иногда появляется, чтобы испортить аппетит. Уже дошло до того, что мешает процессу пищеварения. Рекомендуется выполнить физическое удаление.
Доктор Вэнь, проверьте диапазон волн этой штуки. Это не сущность, это скрипт-глюк этого мира. Ся и Чейн мягкий знак, он подделывает доказательства твоего существования. Если он тебя коснется, система автоматически решит, что ты уволен, то есть мертв. Хотите удалить меня? Тогда сначала распробкуйте вкус моего вредоносного патча. Запуск самоуничтожающегося взлома. Принудительная инъекция воли цивилизации в логическое ядро противника. Внимание! Логический конфликт. Почему эти мусорные данные такие тяжелые? Тяжелые, потому что это человеческие жизни. Чего может знать такой кот без родителей? Логика реконструкции всего. Самоуничтожение. Приятно сотрудничать. Похоже, пустота тоже боится вредоносного па. Следующим, вероятно, прибудет кто-то уровня директора. Доктор Вэнь, готовьте расширение лаборатории. Мы устроим этим инопланетным негодяям полную переустановку системы. Обнаружена логическая последовательность того же происхождения, выполняется глубокий анализ. Предупреждение. В базовых данных хозяина обнаружено перекрытие. Выполняется проверка подлинности воспоминаний сотрудника 2153 года. Это чувство. Будто кто-то ржавой дрелью сверлит мой мозг. Система, заткнись. Эти переработки в режиме 996, эти так называемые офисные интриги. Неужели это всего лишь ложная симуляция, внедренная, чтобы я адаптировался к низкоуровневой логике? Кто я на самом деле? Ся и Чейн мягкий знак. Частота колебаний вашей метаэнергии только что превысила человеческие пределы. Если не контролировать. Доктор Вэнь, если я действительно взорвусь, вы собираетесь собрать мои части и сделать из них фигурку Ся? Хватит болтать. Гэу Чанфэн только что сказал мне, что море пустоты находится прямо за нашей логикой. Мисс Вэнь, красавица Кампуса, если вы будете так близко, мне придется брать плату за сверхурочную работу. Слушайте, я нашла способ войти в море пустоты. Цивилизация пустоты не собирает мертвые объекты. Если мы смоделируем логику наших тел как полностью отформатированные остатки, они отфильтруют нас как спам. Ся и Чень. Хотя вы убили эту тень. Море пустоты, по сути, это огромный желудок. Вы войдете прямо в логово тигра.
Логово тигра. Какой из моих прошлых проектов не был логовом тигра? Генерал ГУ после моего ухода внешний Брандмауэр. Держите его крепко. Кто посмеет устроить беспорядок на моей территории, того сразу же отключим. Пошли, возьмем наше оборудование. Я покажу тебе бэкэнд этого мира. А боже, это же переваренные цивилизации. Здесь время, гравитация и даже скорость света – все искажено. Это руины. И кладбище. Посмотрите на эти парящие здания. Некоторые из них даже древние первозданные цивилизации. Идут. Режим невидимости активирован. Чувствовать себя бесполезным хламом – отстой. Но ничего, как только я выясню адреса ваших серверов, я устрою вам полное форматирование. Почему моя статуя оказалась в мусорной свалке пустотной цивилизации? Неужели 100 тысяч лет назад? Я уже был здесь. Ся и Чейен мягкий знак, смотри скорее. Впереди это экосистема пустоты. Это не конец света, это фабрика. Они используют цивилизации как сырье, а души как электричество. Так это и есть их божественность. Это же просто усиленная версия аутсорсинга и увольнений по результатам. Доктор Вэнь, помогите мне взять под контроль щиты шаттла. Я преподам этим кадровикам урок. Обнаружен протокол пустоты. Принудительно внедряется команда уничтожения, последовательность 01.
Обнаружен протокол пустоты. Принудительная инъекция команды уничтожения, последовательность 01. Ха-ха-ха. Давай. Кот такого уровня и осмеливается стоять на страже. Реконструкция всего сущего. Самоуничтожение логики. Я проверил. Мой предшественник, кажется, оставил там неоплаченный счет. «100 тысяч лет или 120 тысяч?» Нулевая последовательность. Твой гвоздь наконец-то вонзился в это море. Что за черт? Первая последовательность. Я сам проложил свой путь в жизни. Ты думаешь, что режим 996 в 2153 году – та элитная жизнь офисного работника, которая приучила тебя к высокому давлению и точному логическому расчету, это просто совпадение. Это было логическое предвосхищение, проведенное нами в десятках тысяч временных линий, чтобы ты идеально соответствовал первозданной системе. Мы, остатки прежних цивилизаций, возложили все наши ставки на тебя. Кровавый дождь — это ключ активации, система — внешний вирус. Значит, наша встреча тоже была вами просчитана. Моя жизнь как сценарий. Моя женщина как ключ. Раз уж все хотят, чтобы я был их оружием, то я переверну это море с ног на голову. Никто не посмеет меня контролировать. Умрите.
Твоя логика рушится. Остановись. Рушится? У меня сейчас только одна логика. Уничтожить вас всех. Тревога. Хозяин, вы теряете абсолютную рациональность. Уровень повреждения духовного сознания 40%. Отлично. Мне не нужны эти просчитанные воспоминания. Перестроить сумерки миров. Ся и Чеян мягкий знак. Остановись, даже если воспоминания ложны. Кровь, которую мы пролили вместе за эти 3 года, реальна. Доктор Вэнь, я просто ненавижу чувствовать себя пешкой. Раз уж они хотят героя, я покажу им. Безумца, который разнесет всю доску. Нулевая последовательность. Твои показатели превзошли средний уровень этой партии хищников. К сожалению. Пешка всегда остается пешкой. Твой гнев лишь рябь в моем океане. Ребь, сегодня я покажу тебе, что значит утонуть в этой ряби. Не используй их магию, используй свою. Человечность. Это единственное слепое пятно пустоты. Понял, система. Все очки метаэнергии, что я копил годами. Обменяй на логические мины. Попался. Не думай, что только ты умеешь удалять аккаунты. Когда я исправлял баги, лучше всего у меня получалось удалить базу и сбежать.
Активация высшего доступа. Логический коллапс. Ха-ха-ха, воля пустоты. Я пришел оформить тебе принудительную ликвидацию. Разве тебя не высосал досуха твой хваленый метаэнергетический хост в первый же день кровавого дождя? В твоей памяти, ХМ. Я действительно умер. Но не забывай, твои воспоминания, твой режим 996, и даже то удовольствие от увольнения, все это было частью инструкций, которые я помогал писать. Его жизненные сигналы полностью превратились в пустоту. Сейчас он лишь логический носитель в человеческой оболочке. Доктор, все так же рационально. На самом деле, вы должны быть мне благодарны. И ЧН мягкий знак, ты всегда думал, что пустота — это инопланетяне. Ты ошибался, очень сильно ошибался. Пустота — это антивирусная программа, созданная самой волей синей планеты. Что ты сказал? Антивирусная программа? Синяя планета жива. Для синей планеты цивилизация, которая постоянно развивается и истощает ресурсы, это раковая клетка. Каждые несколько десятков тысяч лет запускается протокол пустоты. Значит, я выживал, чтобы навредить здоровью синей планеты. А люди, которых я защищал, всего лишь мусор, который синяя планета хочет убрать. Правда тяжелее смерти. Предыдущие 9 цивилизаций не смогли поднять меч на мать. Передай мне первозданные права. Я верну тебя в симулированный мир 2153 года, где ты будешь вице-президентом Лангтенгтёк. Раньше давили KPI, теперь впаривают антивирус. Ся и ЧН мягкий знак. Что бы ты ни делал, я помогу тебе взломать его материнскую плату. Неблагодарный. Я имею право принудительно уволить тебя. Принудительно уволить. Вы забыли? Когда я уходил, я заодно взломал все ваши серверы. Хотите снова испытать удачу? ХМ. Господин Шень, ваша боевая логика все еще отдает слабостью менеджмента. Убирайся из этой оболочки. Антивирусное пообрело самосознание. Больше не подчиняется воле. И хочет поглотить всех разработчиков. Тревога. Обнаружена предельная логика. Все возвращается в небытие. Хозяин, мы уже на краю корзины. Пойдемте, доктор Вэнь. Хватит прятаться и смотреть шоу. Шэньгуй Чжоу, твой щит уже разбит. Ты, настоящий архитектор, не собираешься выйти и встретиться с вирусом, который сам создал. Внимание! Обнаружено полномасштабное подавление. Уровень противника — администратор воли синей звезды. Система принудительно передает базовый контроль. Последовательность 0.1. Ты упрямее, чем я думала. Объясни-ка, это-то, что ты называешь антивирусом? Превращать жизнь на этой планете в расходный материал. Воля синей планеты, ты называешь это управлением. И Чень, ты видишь только гибель цивилизации, но не видишь моего увядания.
Они не живут здесь, они пожирают. Метаэнергия — это моя кровь. Основа функционирования этой планеты. Даже если метаэнергия иссякнет, ты запустишь программу очистки, но нынешняя воля пустоты сошла с ума. Она не только поглощает цивилизации, она хочет поглотить и тебя. Нынешняя воля пустоты из моего антивируса превратилась в настоящий логический вирус. Она потратила огромное количество метаэнергии, чтобы расширить свое море пустоты и попытаться заменить меня. Значит, это ты, большой босс, создал эту офисную заразу, а теперь не в силах ее контролировать. Хочешь, чтобы мы, рядовые сотрудники, затыкали дыры? Слушай, мне не интересны твои трудности. Я знаю только одно: из-за твоей ошибки погибла половина моих братьев. Ся и Чейен мягкий знак. Быстрее. Твои жизненные показатели уже совпадают с частотой планеты. И Чень, оставшейся метаэнергии мне недостаточно для второй масштабной очистки. Но я могу временно передать тебе корневые разрешения синей планеты. Если ты выдержишь это давление, ты сможешь перестроить логику планеты. Давай сюда. С этого момента баги этой планеты буду исправлять я. Высшее разрешение объединено успешно. Статус хозяина – представитель голубой звезды. Пустота, я написал твое заявление об увольнении. Тревога. Воля пустоты изменила локальные параметры второго закона термодинамики. Через 15 минут мир погрузится в логическое забвение. Черт! Эти безумцы и правда собираются перезапустить Вселенную? Пока база цела. Лунбан не пал. Все живые и неживые существа на планете, и вы, идиоты, что прячетесь в норах, слушайте внимательно. Я Ся и Чейен мягкий знак из лаборатории «Катаклизм». Лунбан, Альянс Белого Орла, Империя Львиного Сердца, Страна Полярного Медведя. Я сейчас не веду с вами переговоры. Я представляю материнскую компанию Синей Планеты и провожу вашу реорганизацию в связи с банкротством. Я соединю ваши мозги, чтобы создать самый мощный распределенный брандмауэр этой планеты. Но мы потеряем себя. ХМ, если жизни нет. Зачем вам я? Кто хочет жить? Подписывайте этот контракт о приеме на работу сознанием. Те, кто откажется, могут прямо сейчас идти к воле пустоты за выходным пособием. Хотите помешать мне консолидировать ресурсы? У вас, аутсорсеров, все еще слишком низкие права. Активация усиления прав Синей Планеты. Извлечение глобального значения ярости верующих. Паршивый мальчишка, ты спятил? Принудительное слияние расколет твое сознание, превратив в программу без эмоций. Если эмоции не спасут мою женщину и братьев, зачем они мне? Вэньчжи, смотри внимательно. Это звездное небо, которое я перестроил для тебя. Ся и Чейен мягкий знак. Ха-ха, не волнуйся. Я еще не получил всю зарплату за эту жизнь. Так что умирать мне совсем не хочется. Раз небо рухнуло, давай вместе снесем кресло того директора.
Луфен, веди людей к левому флангу. Не выходите за пределы моего духовного восприятия. Там гравитационное постоянное рушится. Брат Чень, все наши братья из Альянса Белых Одежд на левом фланге погибли. Больше 10 тысяч человек в мгновение УК превратились в пиксели. Так воевать невозможно. Это вообще не война. Это как будто Бог удаляет базу данных. Босс Ся, эти пустотные ублюдки жульничают. Раз они не соблюдают физику, давайте мы им покажем, что такое физиология. Босс Ся, всю жизнь я только и умел, что резать овощи. Сегодня я сам стану последним ингредиентом и сделаю красивую подачу для братьев. Брат, не надо одному выпендриваться. Я уже наелся быть призраком. Хочу попробовать, каково это — быть пламенем. Туба, Лиу, вернитесь, мать вашу. Это приказ. Ся и Чейн, мягкий знак, не забудь оплатить мои похороны. Хочу по высшему разряду. Также нужно выгравировать на памятнике шеф-повар высшего класса. Все, наступайте по крови Туба. Логический пробел зафиксирован. Всем вперед! Босс Ся. Защита этих парней уровня причинно-следственного распада. Если не пробить их логическое ядро. Ваш квантовый нефритовый зародыш не пройдет. Ты отступай. Твое сознание на грани. Я уже в таком возрасте. А годовой премии так и не получил. Сегодня за этот выстрел я спрошу с небес. Ся и Чень. Не оглядывайся. Иди вперед. Мы, мертвецы, и так не должны были жить в эту эпоху. Брандмауэр — полное принудительное форматирование. Доктор, позаботьтесь о тех семенах Лунбана. В этой жизни, следуя за вами, я не прогорю.
Моцан. Ся и Чейен мягкий знак. Мы прибыли. Да, прибыли. Это шанс на собеседование, добытый ценой жизни. Надеюсь, увидимся с главным. И ЧН мягкий знак. Ты опоздал. Твоя мать была очень вкусной. Ее права, ее метаэнергия, теперь все это мое. Как такое возможно? Воля синей планеты? Разве она не передала мне свои права? Она дала тебе право, чтобы ты стал сильнее. Достаточно сильным, чтобы привлечь мое внимание. Ся и ЧН мягкий знак. Ты думаешь, что ты спаситель? Нет, ты всего лишь приманка, которую она выбросила. Она хотела, чтобы я поглотил тебя, а затем, через первозданный код в твоем теле, взорвал меня изнутри. Жаль, что она недооценила мою пищеварительную способность. Ся и Чейен мягкий знак. Не обращай на меня внимания. Его логические цепи теперь совпадают с сетью синей планеты. Атаковать его значит атаковать синюю планету. Мне плевать на синюю планету. Раз она меня продала, я разделаюсь и с ней. Гневайтесь, войте, все твои товарищи погибли снаружи. Теперь даже твоя планета отвернулась от тебя. Ты всего лишь бродячий вирус, чьи файлы даже не удалили. Все умерли. Все это ловушка. Ради чего я все это делал? Ся и Чейен мягкий знак. Ты говорил, что ты босс. Как босс может сдаться раньше своих сотрудников? Чувствуешь, Ся и Чейн мягкий знак. Эта планета всего лишь фоновая музыка на моем пути к божественности. Воля синей планеты иссякла. Ты, ее представитель, теперь хуже куска мусорного кода. Стоит мне поглотить вас, и я смогу полностью оторваться от этой отсталой планеты. Стать свободной волей, блуждающей по вселенной. Бог, ты мусор, который даже годовой отчет ворует. Смеешь называть себя Богом? Ся и Чейен мягкий знак. Не смотри на эту отвратительную тень, смотри на меня. Воля пустоты. Ты думаешь, воля синей планеты действительно поставила бы все на приманку? И Чейен мягкий знак — это тот клинок, а я — ножны, дающие этому клинку право определения. Ся и Чейен мягкий знак. На самом деле, я тебе кое-что не говорила.
Воля синей планеты действительно обманывала тебя. Но это было, чтобы обмануть логический мониторинг воли пустоты. Нет, Чжи, не делай глупостей. У меня есть система. Я могу перестроить. Твоя система. Это фрагмент, оставленный моими предками. Теперь я собираюсь ее завершить. И Чейен, мягкий знак, раньше в компании ты всегда говорил, что хочешь взять долгий отпуск. Когда мы закончим эту битву, ты отведешь меня в ту старую эпоху без кровавого дождя. Посмотреть восход солнца, хорошо? Авторизация последовательности 01 подтверждена. Основной драйвер, Вэньчжи, загрузка успешна. Воля пустоты, ты только что сказал, что хочешь быть богом. Когда я работал в компании. Больше всего я ненавидел тех боссов, которые хотели быть богами. Я сейчас тебя научу. Что такое настоящая ликвидация по худшим показателям? Ся и Чейен мягкий знак убьет меня, и эта планета погибнет вместе со мной. Я ее дух. Такая жизнь, зараженная вирусом, мне не нужна. Но сегодня я вырву тебя из ее ДНК. Ты хочешь свободы, хочешь избавиться от судьбы программы. И это причина, по которой ты используешь миллиарды людей как питательные вещества. Жаль, но условие свободы – это жизнь. Окончательный аудит, полное форматирование. Вэньчжи, хоть я и был простым работником, теперь у меня есть права администратора. И я считаю, эта планета не должна быть такой. Система обнаружила несанкционированную операцию хоста. Используются права гегемона. Перестройка глобальной экосистемы. Брат Чень. Не шуми. Босс, я сегодня. Беру отгул. Напиток – первозданная метаэнергия. Пейте, чтобы быть сильными и здоровыми. Только что приготовлен, есть даже охлажденный. Босс Ся, вы обещали мне рассвет, но я его не увидела. Может, хоть в кино сходим? Лишь бы без переработок. Пойду куда угодно.